огромная лопата для закапывания кладов или же iPhone 13 Pro Max. А на секунду телефону уже целых 3 года, и по меркам мобильных устройств это гигантский срок. Но поскольку это техника Apple, служит она людям в среднем 4-5 лет, что намного больше, чем какой-нибудь базовый Xiaomi. Хотя вот недавно Samsung выкатила свои новые сроки поддержки устройств. Что-то мне подсказывает, что это вранье, но время покажет. В общем, iPhone 13 Pro Max явно до сих пор интересный телефон, но не для обычного юзера, потому что это устройство, так скажем, для креаторов. Контент-мейкеры, фотографы, люди, которые работают в съемке или в фильмах. Вот для этих людей этот телефон будет реально полезен. А к нему еще можно приложить iPad за 100 тысяч рублей и MacBook за 200. Ну и можно еще монитор за $1600 купить. В общем, цены реально расточительные. Айфоны порой самые дешевые устройства из всех, что может предложить нам Apple. Ну, конечно, можно и MacBook отсеять, и iPad, и монтировать на телефоне. Ладно, давайте разберемся. Можно ли просто рядовому Васе, который живет в каком-нибудь Ужгороде, взять iPhone 13 Pro Max? Перед тем, как я начну вещать, прошу обратить внимание на мой телеграм-канал, в котором я часто разыгрываю ТГ премиум, а в скором времени хочу начать разыгрывать еще и технику с обзоров. Так что подписывайся, там классный контент. Приятного просмотра. iPhone 13 Pro Max. Лично у меня с ним связаны очень противоречивые чувства. Потому что вроде бы материалы корпуса, из чего в целом сделан телефон, ну просто полнейшее днище, а вроде бы к ним можно и привыкнуть. Мне просто абсолютно не нравится тенденция Apple ставить матовые стекла в Pro версии айфонов. Для меня они ощущаются как-то, ну совсем недорого, ребят. Мне лично приятнее держать модели XS, XR и так далее. При этом, конечно, матовое стекло гораздо более практично, чем обычное. Но лично по мне шарм сильно теряется. Корпус телефона же в руках ощущается действительно чуть получше, все-таки как-никак глянцевая сталь. Также могу отметить большие проблемы с белым цветом на задней крышке, где для всех Apple-водов просто критическая проблема, на свету не видно яблочко. Но если не обращать внимания на эту столь глобальную проблему, белый цвет очень хорошо выделяет телефон, и в руках он точно у вас не останется незамеченным. Лично для меня это самый скучный и безвкусный дизайн, какой только могли придумать и продолжить клепать в компании Apple. И вообще раньше было лучше, бла-бла-бла. На самом деле я не из этого робкого десятка людей, которые считают, что раньше было лучше. Просто действительно дизайн скучный. Он классный, красивый, премиальный, но приевшийся. Потому что если базовые модели айфонов хоть как-то с годами меняются, вон 16-й вышел какой красивый, поменяли чуть блок камер, то вот айфоны Pro Max. Чтобы подтвердить мои слова, предлагаю вам провести викторину. На картинке два айфона. Угадайте, какой из них 13-й, а какой 14-й. Признаюсь честно, даже я уже забыл, какой из них 13-й айфон. Ну, конечно, если закрывать глаза на все эти мелочи и убить одного тупого душнилу, то телефон действительно годный. А его дизайн так вообще великолепный. iPhone 13 Pro Max всем своим видом показывает, что вот, у него есть деньги, он может заплатить за такое устройство. Ну, или взять его в кредит на несколько лет. Короче, iPhone сейчас не показывает, что ты супер богатый, а скорее то, что ты, может быть, взял его в кредит и платишь за него последние копейки. Если ваша работа выебываться, то достав это устройство из кармана, над вами среди каких-то обычных Xiaomi юзеров поднимется, ну, буквально нимб. Прошу вас, не носите его в чехле. Это самая главная ошибка всех юзеров, которые платят за него огромные бабки. А в эту стоимость входит и то, что он становится тоньше с каждым годом. Но вы все равно цепляете на него огромный чехол. Айфоны в целом во всех аспектах за эти года стали гораздо мощнее и прочнее. Куча инвестиций в то, чтобы делать телефон прочнее, но при этом все равно на него натаскивают этот безвкусный огрызок. И прошу прощения, iPhone 13 Pro Max не самый тонкий аппарат на рынке, а он довольно толстый. И засунув его в чехол, он вообще перестает быть тонким. Все удобство сводится лишь к одному — к лопате. Процессор тут такой же, как и в базовой модели A15 Bionic. До сих пор мощный и производительный процессор, которого еще с запасом хватит на несколько лет вперед. Вообще, это, наверное, самая скучная часть обзора, потому что он вроде мощный, крутой, классный, но в игре или какую-то супер жесткую работу на нем толком и не сделаешь. А почему? Потому что хочешь поиграть в новый Death Stranding на айфоне? Да хер тебе, с 15-го только доступен. Не получится поиграть в новый Resident Evil, потому что тоже только с 15-го айфона. И действительно, в этом изоляторе A15 процессор лидирует, но нагрузив его хотя бы Death Stranding, вся его производительность упадет вот ниже плинтуса. Поэтому iPhone 13 Pro Max довольно мощный телефон в ограниченном кругу возможностей. Причем ограниченном искусственно. Я думаю, только дурак в этом ограниченном кругу приложений будет использовать какие-то программы для монтажа, потому что монтирует на телефоне, но это вы что, ёбнутые? А поиграть
Genshin Impact или PUBG, ну, можно и на менее сильных процессорах. Самая спорная и противоречивая часть этого обзора — челка. Кому-то она нравилась, кто-то ее хуесосил, а кому-то вообще капелька с Xiaomi нравится. Но после выхода этого островка Dynamic Island все еще больше стали ныть о том, чтобы челку вернули, потому что никому не понравился Dynamic Island. Лично я эту челку не замечаю, тем более уменьшенную на iPhone 13. Но почему-то все те, кто жалуются на эту челку, даже в руках iPhone 13 не держали. Это лично по моему опыту информация. Потому что когда им пользуешься, бровь вообще не попадает тебе в глаза. И я как пользователь даже iPhone XS не могу сказать, что бровь мне очень сильно мешает. А все потому, что в айфоне стоит 6,7 дюймов Retina XDR OLED дисплей. Я мог бы бесконечно ныть о том, какой он здоровый, как же плохо им пользоваться, какая же это конченая лопата, мать твою. Но все же, к сожалению, все маленькие телефоны постепенно сходят на нет, просто потому что потреблять на них современный контент, ну, unreal. И, конечно, стоит признать, что у телефона стоит действительно качественный дисплей. 120 Гц на айфоне — это конфетка, ребята. Картинка четкая, приятная, анимации не лагают, никакой дерганности в действиях нет. iPhone 13 Pro Max не имеет, на удивление, каких-то больших проблем с шимом, так что даже если у вас болит голова от него, я думаю, что здесь этого эффекта будет гораздо меньше. Кстати, о цене. iPhone 13 Pro Max сейчас не производится, но его можно купить либо на вторичке, либо какую-то ревку. На всеми обожаемом Авито можно приобрести его за 60-70 тысяч рублей, что вполне адекватная цена за столь актуальный аппарат в наше время. iPhone 13 Pro Max всегда славились своей неплохой батареей. Держат они заметно больше базовых аппаратов. Но они, конечно, и массивнее, чем последние. iPhone 13 Pro Max не исключение, и в том числе держит заряд очень хорошо. Даже спустя 3 года после выхода телефона. И это огромнейший плюс, потому что много кто отказывается от базовых версий айфонов как раз таки из-за автономности. К примеру, iPhone 13 Pro Max спокойно держит весь рабочий день. Безусловно, никаких проблем с морозами, с сильными перегревами, где у тебя так часто понижается яркость, как это было принято на всех айфонах. Такое на 13 Pro Max вы встретите гораздо реже. И автономность по меркам Apple реально добротная. Ну а теперь самая интересная часть обзора, из-за которой должны покупать Pro Max версии. А покупают ее, еще раз повторюсь, креаторы, чтобы делать творческую работу. А важной частью сегодняшнего творчества является съемка. Именно ради напичканной камеры в основном и берут Pro Max версии. Тут те и лидар, и оптический 3x зум, и еще куча фишек помимо этого. Я не думаю, что стоит прям супер сильно вглядываться в картинку и бегать вот с лупой, но в целом как-то на общем плане оценить фотки можно. На видео отличная работа с цветокоррекцией. На общем плане пейзаж выглядит очень четко, но при этом не перенасыщенно. iPhone 13 Pro Max также отлично акцентирует внимание на ключевых аспектах. Стабилизация, понятное дело, тоже на высоте. Спокойно можно снимать на ходу и не бояться за слишком сильную тряску на камере. Очень качественная проработка мелких деталей. Даже на искусственном зуме все четко видно. Невероятно красивый киношный портретник. Вот тут я реально вижу разницу с базовыми айфонами по качеству обработки. Вообще хочется отметить, как круто iPhone работает с гаммой и в целом всей цветокоррекцией. Эти фотки выглядели бы порядком хуже, если бы нереально классный алгоритм обработки, и за это явно в том числе и выбирают iPhone. Картинка ощущается более киношной, более профессиональной, что ли. И если с лупой не всматриваться, можно перепутать снимки с какой-нибудь профессиональной камерой и айфона. Идеально подобранные цвета. Картинка иногда кажется перенасыщенной, но это очень просто пофиксить, покрутив пару настроек прямо в вашем айфоне. По итогам обзора хочу сказать, что iPhone 13 Pro Max является сейчас как никогда реально годным устройством, которое может приобрести себе как и понторез, так и реально заинтересованный в фотографиях, видеосъемке пользователь. Сейчас он стоит демократическую цену, в 60-70 тысяч рублей можете найти его в идеальном состоянии на том же Авито. Так что iPhone 13 Pro Max я ставлю во какой класс, и желаю всем тем, кто его купил после этого обзора, приятного пользования. До скорого.